Друзья, приветствую на канале Scale Pro. Подписывайтесь, если еще не подписались, чтобы не пропускать интересные видео. Также в описании под видео переходите на мой сайт. Так, перед началом сборки пришла небольшая посылка. Тут немножко заказал. Значит, ухушный суперклей. Ну, в принципе, продукция у них вся хорошая. Вот, у них есть не текучий густой клей, как у Revol или у Авроры. Тоже очень хороший, но он достаточно дорогой. Там при цене Revol рублей в 300, он стоит порядка 500-600. Вот такой суперклей я уже брал. Вот, он мне понравился. Поэтому я или такой, или обычный момент супер. Но иногда запы, если заканчиваются, там через какое-то время я беру зап. Так, кисточки. Люблю хорошие кисти. Вот беру в основном синтетику, потому что остальные нам, всякий колонок и все остальное нам не особо подходит. Вот это синтетика от Мистер Хобби. Когда-то у меня уже была подобная кисточка, мне понравилась. Главное хорошо за ними следить, потому что цена у них не маленькая. Так, ну, шлифовальная губка. В основном пользуюсь именно губками. Реже наждачкой обычной на тонкой подложке. Так, и еще один понравились мне модуль органайзеры от WinModel. Сколько мне надо, штук 8 или 9 я уже взял, загрузил. Еще для пары штук у меня есть чем загрузить их. Там еще со временем штучки 2-3 закажу и будет полный комплект большой. Так, и заказал свою любимую краску. Снова перешел на вонючку. Мистер Хобби. Интерьерная и камуфляжная. Вот. Вот так. Так, приступим к сборке. Сегодня соберу навесное оборудование, Bofors, вулканы, оптику всевозможную, камеры, смола, металл, травление достаточно хорошего качества. Далее надо будет закончить с интерьером. Там еще достаточно много работы осталось сделать. Много проводки еще проложить. Ну, приступим. Так, надо отделить вулканы, Bofors, гаубицу, оборудование и врезать стекляшку в этот люк большого диаметра. Приступим. Так, ну вот, с помощью высовского инструмента достаточно легко порезал пластик. Вот, отлично стекло село. У гаубицы здесь небольшой дефект литья. Необходимо высверлить вот эти вот два отверстия.
работу с колесами. Ну, с колесами у Армы, скажем так, не все просто. У них получилась практически прямоугольная форма. В реале колеса на AC130, они более овальной формы. То есть надо будет сточить кромки. Здесь рядом, конечно, выбита маркировка шин. Ну, постараюсь аккуратно это сделать, придать более округлую форму колесам. Ну, для начала отделить от питателей. Так, ну теперь колеса стали более-менее похожи на настоящий. Профиль не такой квадратный стал. Ну, вот, все равно, конечно, не идеал, но уже лучше. Далее поработаю дальше над внутрянкой. Немножко надо некоторые места прошпаклевать. Сделаю проводку. Поставлю приборы самодельные. Прошпаклевал немножко фюзель внутри. Потом финиш надо будет еще наждачкой зачистить. Здесь надо будет поставить ящики управления всевозможные, сделать проводку. Так, дальше. Значит, стойки. Так как были поставлены смоляные ниши для италовского набора, то в этом случае лучше поставить италовские. Они очень хорошо встают на место. Вот. И в принципе разницы особой между звездой и талом в стойках нет. Так, носовая стойка будет, естественно, от звезды, так как здесь чистая звезда у нас идет. Далее, значит, створки ниш основных шасси. Здесь вот этой выштамповки не должно быть, только задняя часть, поэтому нужно будет ее зашпаклевать. Друзья, расскажу про свою шлифовалку. Уже неоднократно
на видео показывать. Обычная электрозубная щетка. Раньше у меня была на аккумуляторах, на батарейках, на обычных. Сейчас купил аккумуляторную. Стоит она недорого. Есть подобный девайс, по-моему, у Dremel, но там цена намного выше. Что нужно сделать? Нужно насадку срезать ворс под корень. Далее двухсторонний скотч наклеить сюда. Обрезать излишки. Вот так. И далее я губкой также делаю это все. Ставлю. И отрезаю. Все, готово к работе. Экономит очень много времени. Кому понравилось, оставим лайк. Не забываем подписываться. Теперь можно собрать воздушный стартер для запуска двигателей. Иногда для фототравления использую ультраклей Amamig акриловый. Он чаще всего для фонарей, для стеклянных, не оставляет следов, после нанесения становится через время прозрачный. И для просто фототравления. Так, шланги в смоле идут прямые, а нам необходимо их согнуть. Самый лучший способ это в кипятке. Поэтому сейчас нужно будет сделать. Воздушный стартер готов. Колесо одно поставил, потому что выравнивал уровень земли, надо было. Колеса поставлю потом, после покраски.
Теперь можно будет заняться интерьером. Что касаемо интерьера, хочу сделать вот эту вот часть. Возьму листовой пластик, профиль всевозможный. Приборки я заказал фототравление, но не для C130, а похожие возьму цветное фототравление, чтобы было более интересно. Так, собрал кресло. Вот такие получились. Ремни уже поставлю после покраски, так как они цветные. Хочу сделать вот эту боеукладку. Заказал всевозможный профиль. Работы здесь много. Ну, постараюсь сделать.
друзья, ну внутрянку здесь можно делать очень долго. Десятки метров растягивать. Может до бесконечности. Крайне сложно потом все это дело будет прокрашивать. Вот. Пока вот так. В следующем выпуске я доделаю внутрянку и начнем уже красить все внутри, вот, чтобы закрывать фюзель и потихоньку уже снаружи все работы делать. Кому понравилось, ставим лайк, оставайтесь на канале, чтобы не пропускать интересные видео. Всем пока.